Может, бутер? В любом месте аппетит. Папа может. Только папа укротит. Папа может. Есть звериный аппетит. Перекус не повредит. Есть звериный аппетит. Колбаса папа может. В этом видео я создал самый кровавый турнир в UFC 5. И участие в нашем турнире примут такие рубаки, как Тони Фергюсон, Джастин Кейджи, Робби Лоулер, Корейский зомби и, наконец, конечно же, братья Диас. Сетка турнира перед вашими глазами. Гран-при получилось очень крутым, с огромными рассечениями, так что приятного просмотра. Ну что, друзья, начинаем смотреть первый бой этого кровавого турнира. И сразу же Тони Фергюсон против корейского зомби. Я ожидаю от этого турнира очень много крови и надеюсь, бойцы нам ее покажут. Хороший оверхед от корейца. Сразу же он пока что начинает попадать гораздо больше, чем Тони Фергюсон. И Тони как будто бы нужно собраться, потому что, посмотрите, еще одна комбинация. И как будто бы ему пока что сложновато. Хороший оверхенд попадает сейчас Тони Фергюсон. И сразу же потрясен кореец. Начинает он пятиться к сетке. И хотел оверхенд пробить, только что Тони, но не получилось. Посмотрите, что делает Тони, успокойся. Кореец отправляет нокдаун и сразу же открывается сечка у Фергюсона, но он встает. Он встает, у нас багается камера и сразу же переход на гильотину. Так, это опасный момент, потому что сабмишины у Фергюсона крутые. Но он перешел в топ-маунт и отсюда локоть, вот оно. Вот они локти от Тони, которые я так ждал. Опять сейчас пропускает Фергюсон, падает он в нокдаун, корейский зомби пошел добивать. И большие проблемы. Большие проблемы сейчас у Тони, но он выживает. Да, первый раунд у Фергюсона, как обычно, очень сложно, но сейчас переход на Дарс. Но не должен он провести этот сабмишн. Зомби должен выходить, да. Зомби выходит, оказывается, он в боковом удержании и сам переходит уже на Дарс. И Фергюсон сейчас так-то без стамины, подождите. Подождите, это очень опасно сейчас может быть для Фергюсона. И да, первый сабмишн проходит, но... Не хватило, пока что не хватило корейскому зомби, но это звоночек. У Тони получился очень плохой раунд. Поехали, второй раунд. Надеюсь, что Фергюсон провел работу над ошибками, потому что ему нужно уже включаться. И хорошо, все-таки в этом размене он выходит победителем, но зомби сразу же приходит в себя. Пока что рано эмоционировать. Ничего серьезного для зомби не случилось, но опять хорошее колено сейчас пропускает зомби. Фергюсон начинает давить. Вот он, Тони Фергюсон. Опять же, неспроста я говорил про искусственный интеллект UFC 5, потому что бойцы действительно копируют себя, но сейчас Фергюсон падает, и это может быть концовка. Да, друзья, это концовка. Тони Фергюсон проигрывает во втором раунде, хотя, казалось бы, он начал камбэкать. Поздравляем корейского зомби. Это действительно хороший результат, потому что без единой царапины закончить бой против Тони Фергюсона, мне кажется, в UFC еще никто не сумел. Ну что, друзья, Нейт Диас против Робби Лоулера. От этого боя я ожидаю трехраундовую рубку. Хороший фронткик сейчас от Робби Лоулера. И посмотрите, как идет в размен сейчас Нейт Диас. Просто пытается зарубиться с первого раунда. А Робби Лоулер работает вторым номером. Хороший овер. Хороший правый хук от Нейта Диаза. Лоулер это явно прочувствовал. И подуспокоился бой. Пока что показывают оба бойца такой техничный бокс. Все удары по блоку. И как только я об этом говорю, сразу же идет оглушение. Но это как обычно. Нужно лишь просто сказать то, что бой спокойный. Сразу же начинается руб. Ой-ой-ой-ой, как это было красиво. Нейт Диас попадает хайкиком. И Лоулер уже пятится. Мне кажется, раунд забирает сейчас Диас. И падает Лоулер. Хорошо, Диас. Правым хуком он зацепил. Да, Диас ведет этот бой. Диас явно чувствует себя все-таки комфортнее. Посмотрите, как он работает. И падает Лоулер. Но не идет добивать. Сейчас Диас. Он позволил встать стойку Лоулеру. И какое колено, подожди. Робби, куда ты разогнался? Продолжай. Да, начинается просто уже жесточайшая рубка во втором раунде. Я боюсь то, что любой удар может быть конечным в этом бою. Потому что они просто рубятся, они не следят за стаминой. И хорошо Лоулер попадает. Без блока сейчас остался Диас на какой-то момент. Буквально одного удара не хватило сейчас Робби, чтобы повалить Диаза на канвас.
И вот так вот заканчивается второй раунд. Правым хуком от Робби Лоулера. Нет, этот бой очень классный, друзья. Вот действительно, я получаю удовольствие от этого поединка, потому что бойцы показывают реально очень крутой и зрелищный бокс. Поехали, заключительный раунд. Робби Лоулер потянул руку, но увидел то, что Диас не горит взаимоуважением и пробил оверхенд. Но все в блок. Пока что все удары в блок, но нет, пропускает сейчас Диас и просто остался без стамины Лоулер из-за хайкика, поэтому не пошел добивать. И Диас уже восстановился и уже в ответ оглушает Лоулера. Лоулер падает и можно добивать. Хербдин сейчас мешается. Да, друзья, это концовка. Это концовка. Диас нокаутировал Робби Лоулера. В этих поединках нужно быть аккуратным каждый момент. Потому что, как вы видите, упасть можно в любой ситуации, даже когда твой соперник оглушен. Диас проходит следующий раунд и сразится с корейским зомби за выход в финал. Ну а Робби Лоулер, несмотря на свой классный первый раунд, все же проигрывает этот бой. Hey, I'm not surprised, motherfuckers. Итак, у нас начинается противоположная сетка этого турнира, и в ней у нас уже сразится старший Диас, а именно Ник Диас против Диего Санчеса. Две старожилы UFC, которые всегда рубились в своих поединках. И сразу же потрясен у нас Ник Диас, попадает апперкотом сейчас Диего Санчес и идет рубиться, вы посмотрите. Просто первые 40 секунд и уже идет рубка. Хороший локоть от Диего Санчеса. Да, первую минуту Диего Санчес проводит очень хорошо. Пока что у Диаза как будто бы не было даже ни одного нормального попадания, потому что Санчес его перебивает. Посмотрите. Хорошо, попадает двойка сейчас Диас, и начинается уже его любимый стиль поединка. Он начинает давить сейчас Диего Санчеса, но Санчес отвечает апперкотом. Неплохо. Как много машет сейчас Диего Санчес, и сразу же Диас его наказывает. Остался без стамины Диего в моменте. И посмотрите, как уже Диас начинает давить. Переходит в клинч. Отсюда также можно пробить локоть. Да, пока что это, наверное, самый лучший раунд этого турнира. Хорошо попадает Диас. Вновь оглушен Санчес и до сих пор не восстановился. В ответ уже оглушен у нас Диас. Что происходит в этом бою? Они просто рубятся. Ой-ой-ой-ой, какой неприятный мидл-кик. И сразу же после этого 10 хуков подряд и падает Санчес. Переходит топ-маунт сейчас Диас. Из топ-маунта на армбар. Так, а вот это вот выглядит интересно. Ну зачем, Диас, зачем? Ты же мог просто сейчас добить и закончить этот поединок, но захотел показать свою красивую джиу-джитсу. Да, поединок очень кровавый, очень серьезно поврежден нос сейчас у Диего Санчеса. И посмотрите, как много крови сейчас на теле Диаса. Но подождите, оглушен сейчас Ник Диас. Ну нормально. И пропускает апперкот. Все, друзья, это концовочка от апперкота от Ника Диаса. Какой жесточайший нокаут. Ой-ой-ой-ой-ой, Диего Санчес, нужно ли было тебе выкидывать это колено? Нет, задумка неплохая, колени это всегда круто, особенно в UFC. Но Диас был к нему готов. Диас к этому колену был готов и просто вырубает Диего Санчеса. Ник Диас проходит у нас следующий раунд, имеет все шансы выйти в финал, потому что он показал реально очень крутой перформанс, и это был крутой поединок. И, наконец, последний поединок первого раунда нашего турнира. Это Коди Гарбранд против Джастина Гейджа. И кто бы что ни говорил, но это UFC 5, друзья. И здесь Коди спокойно может показать просто свою лучшую форму. Посмотрите, что он делает! Он попадает оверхендом сразу же своим первым ударом после серии уклонов. Хорошо, и разбивает блок еще. Поэтому Коди я сюда и добавил, потому что он всегда показывает красоту в стойке. И еще раз потрясен Джастин Гейджа и падает нокдаун. Вот так вот. Коди, ты пиздец, тип. И есть поддержка от местного зала в пользу Коди Гарбранда. Вот так вот. Все-таки публика у нас болеет за Коди. Ну, мне кажется, в реальной жизни также болели бы больше за Коди, но если бы он проходил борьбу в таких крутых матчапах, ударников, мне кажется, за него бы никто не болел. И, наверное, закономерно он оказывается сейчас снизу, а Джастин Гейджи в топ-маунте.
Да, Джастин Гейджи уже не даст отсюда выйти так просто. Коди Грабранту все-таки есть разница в весе. И самое главное, блять, Джастин Гейджи, он борец по своей натуре. Кто не знал, база Джастина Гейджа это именно борьба. И Коди сейчас совершил большую ошибку. И наконец встает Коди Грабрант. Получается у него встать. Спустя целый раунд. И, кстати, открылась сечка сейчас у Джастина Гейджа. И вот, опять попадает в стойки сейчас Коди Грабрант. О чем я и говорю. Коди, ты вообще типок, тебе не надо в борьбу. Начинает сейчас Джастин Гейджа чуть поддавливать. И забирать центр октагона у Коди Грабранта. Но у Коди отличный футворк. Вы просто посмотрите. Как только Джастин Гейджа начинает выкидывать большие серии, он просто промахивается. И со стаминой уже начинаются проблемы у Джастина Гейджа. И, блядь, пропускает. Подожди. Нет, выживает у нас Коди Грабрант. Но вот первый звоночек. Как только я начинаю хвалить одного из бойцов, он сразу же начинает проигрывать этот поединок. Поэтому я больше этого делать не буду. Пытается сейчас встать Коди Грабрант в стойку. У него получается, но нужно выйти еще из клинча. Нужно выйти еще из клинча, но Джастин Гейджа начинает давить и... Нет, он не идет добивать. Он не идет добивать. Джастин Гейджа, мое уважение. Вы видели, как он отошел? И Херб Дин просто поднял бойцов в стойку и... Блядь, ну Коди, куда ты летишь? Просто восстанови свое здоровье. Джастин Гейджа опять не пошел добивать. Ему просто это не надо, он встает в стойку. Он почувствовал вкус крови, вы понимаете? И хороший хайкик сейчас от Коди Грабранта. Нужно давить. Но не давит. Но не давит Коди Грабрант, и все. Это концовочка. Ай-яй-яй-яй, Коди. Да, Коди размен. Проигрывает в размене, друзья. В принципе, это было ожидаемо. Пошел он в размен, когда этого не нужно было делать. Вот здесь он пробивает джеб. А Джастин Гейджа пробивает уже просто титановый джеб, после которого Коди Грабрант не выдерживает. Точно в челюсть. Еще бы здесь левый хук попал, то я думаю, там уже можно было отправлять в реанимацию Коди Грабранта. Джастин Гейджа проходит следующий раунд. Hey, look at me. So last time you got too comfortable, you got stopped. Twice. Ну что, в полуфинальных парах у нас встретятся корейский зомби против Нейта Диаза. И в противоположной сетке Ник Диаз против Джастина Гейджа. Поехали дальше. Посмотрите на физиономию Нейта Диаза. Она была очень и очень плачевной, потому что у него действительно остались серьезные сечки после предыдущего поединка, когда корейский зомби выглядит без единой царапины. Да, это будет очень большое преимущество для корейца, потому что ему будет гораздо проще. Хороший правый хук от корейского зомби. Сечка начинает все больше расплываться сейчас у Нейта Диаза. Как же сильно начинают расплываться сечки сейчас у Нейта Диаза, но все равно есть свои неплохие попадания и разбит нос. Разбит нос сейчас у корейца. И хорошо попадает Нейт Диаз, отправляет нокдаун сейчас корейского зомби. Там, по-моему, перелом носа, судя по иконке красных легких. И сразу же переход на самбишн. Этот треугольник пытается сейчас закрыть, но делает слэм сейчас корейский зомби. Никакого треугольника. И неплохо сейчас разбивает в партере корейский зомби своего оппонента. У Диаза большие проблемы. 10 секунд до конца первого раунда. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще бы один удар, чтобы вы понимали. И Херб Дин бы вмешался в этот поединок. Одного удара не хватило сейчас корейцу, чтобы пройти финал. Поехали, второй раунд. Сейчас важно восстановить здоровье корейскому зомби. Но нос у него по-прежнему сломан. Когда у Диаза уже просто, я не знаю, что с лицом. Вы посмотрите на это. Опасно, сейчас разминулись оба бойца. Остался в какой-то момент найти без стамины. И вмешивается в этот поединок Херб Дин, друзья. Да, сечка серьезная. Нейту Диазу явно тут не поздоровится. Но должны, да. Дает добро врач UFC продолжить этот поединок. Но Нейту Диазу нужно быть аккуратным. Ой-ой-ой-ой, какие размены. Сейчас любой удар может решить исход этого поединка. Продолжает давить сейчас корейский зомби. Нейт Диаз находится возле сетки, но выживает. Он выживает, и по-прежнему бой не остановлен.
Поехали, заключительный раунд. Не проявляет уважения Нейт Диаз к своему оппоненту. И сечку, кстати, неплохо подлутали, но опять же просто одно попадание может все решить. Падает сейчас нокдаун Нейт Диаз, но кореец хочет выиграть этот бой чистейшим нокаутом. И вновь падает Нейт Диаз. Как же ему сложно. Нет, он не пройдет финал. И все, корейцу это надоело. Корейцу это надоело, и он идет добивать. Просто в закрытом гарде, но не хватает стамины. И стойка, мы увидим стойку. Корейский зомби встает, поднимается с партера и сразу же начинается рубиться. Нейт Диаз потрясает сейчас корейского зомби. 15 секунд до конца. Зомби до сих пор потрясенный, все. Нейт Диаз отправляется в нокаут. И просто хладнокровные поклоны. Какая жесть, вы посмотрите, даже здесь видно на повторе то, что зомби был потрясен. Он отправил в нокаут Нейта Диаза точно так же, как его отправили в бою с Яиром Родригезом. Как же это классно, и особенно этот повтор. Корейский зомби проходит финал нашего кровавого турнира, но Нейту Диазу надо отдать должное. Все-таки он показал 2 ярких поединка, за что ему огромный респект. И, наконец, сейчас мы узнаем, кто будет вторым финалистом нашего турнира. Джастин Гейджи против Ника Диаза. И этот бой должен быть очень равным, потому что оба бойца получили плюс-минус одинаковый урон в своих предыдущих поединках. На нахуй! Очередной Супермен панч. Я не знаю, Гейджи вселился, походу, в Супермен, потому что выкидывать 3 Супермен панча это очень опасно, и падает нокдаун сейчас Джастин Гейджи. Разбит у него уже нос. И как бы нигде сейчас просто спокойно этот бой не закончил. Посмотрите, что делает Джастин. Он остается без стамины. Хорошо попадает правым хуком сейчас Ник Диаз. Опять потрясен Джастин Гейджи. Буквально одного удара не хватает сейчас Нику Диазу, чтобы отправить вновь нокдаун Джастина. И вот так вот сразу же Херб Дин в первом раунде останавливает этот бой для проверки у рефери. Проблемы с носом или проблемы с глазами? С глазами вроде бы все норм. С сечкой тоже все норм. Врач дает продолжить этот поединок, но меня пугает то, что в первом раунде Херб Дин уже беспокоится о здоровье Джастина Гейджа. Хорошо по корпусу сейчас Ник Диаз пробивает Джастина. Да, у Джастина не получается ничего, друзья. Ник Диаз пока что разбивает его полностью, и уже без стамины остался Джастин Гейджа. Но нет, подожди, попадает оверхендом уже Джастин Гейджа, и Диаз также устал. И падает опять Джастин Гейджа, пошел добивать Ник Диаз. Но не добьет. Не добьет, и вот такой вот реверс топ-маунт. Подожди, а вот здесь, кстати, шансы появляются сейчас у Джастина. Он спокойно может забить своего соперника в граунд и паунде, но Диаз — это мастер джиу-джитсу. Он переходит на Кимуру. И здесь сейчас уже как будто бы проблема у Джастина Гейджа. Он остается без стамина. Пытается он отсюда встать, и у него выходит, да. И Ник Диаз ставит стойку. Все же мы увидим здесь финиш именно в стойке. Пробивает оверхенд, промахивается. Очень опасно сейчас было для Диаза. И Джастин Гейджи также мог сейчас закончить. Опять летит он оверхендом, все. Просто отлетает от одного точного прямого Джастин Гейджа. И Ник Диаз выходит в финал, чтобы отомстить за своего брата. Очень символичный сюжет у нас получается в этом турнире. Вот здесь остался Джастин Гейджи без стамины, и устоять очень сложно. Пытался он еще войти тут в клинч. Но нокаут красивый. Нокаут действительно красивый. Ник Диаз против корейского зомби окажется у нас в финале. Так что Диазу нужно сейчас просто как можно лучше восстановиться. Ну что, друзья, финал турнира начинается. Ник Диаз против корейского зомби. Как вы видите, у Ника Диаза очень повреждена физиономия. Когда у корейского зомби есть 2 рассечения, но все равно лицо выглядит гораздо лучше, чем у Диаза. Стамина гораздо лучше у Диаза. Все-таки он сумел восстановиться благодаря своему занятию в триатлону, но он уже потрясен. Но таких потрясений в этом бою у нас будет много. Хорошая комбинация от Диаза. Сразу же вход в клинч. Но корейский зомби отвечает. Уже второй раз Диаз оказывается на канвасе в этом поединке. Да, здоровье головы у него явно уже пробито, но и корейский зомби также потрясен. Да, любой удар это будет сразу же потрясение. Единственное, просто не хватит стамины сейчас бойцам добить друг друга. Опять потрясен Диаз.
Возле сетки он оказывается. Корейский зомби выкидывает комбинацию. Стамина заканчивается и... Опять попадает. Опять попадает корейский зомби. Мне кажется, в первом раунде будет концовка. Хербдин, иди отсюда. Просто уйди. Ничего себе, какое рассечение у Ника Диаза. Из-за ракурса камеры я этого даже не увидел. Да, здесь действительно просто кровавое мясо сейчас на правой стороне лица Диаза. Диаз начинает давить. Он понимает то, что рефери может остановить этот бой. Он хочет отомстить за брата. Как же это круто выглядит. И хорошо, попал сейчас Диаз, и можно добить. Можно добить, но не хватает выносливости, да. И это концовочка. Да, каким-то чудом оба бойца реально пережили первый раунд, потому что было столько потрясений. Да, лицо у корейского зомби явно выглядит получше, чем у Диаза, но... Он все так же пропустил много урона, и Диаз хорошо начинает второй раунд. Сразу же с оглушения, это нокаут! Что за комбинацию показал Ник Диаз, друзья? И он отомстил за своего брата. Корейский зомби, ты был так близок, чтобы войти в историю моего канала, потому что, честно говоря, я не ставил вообще на этого бойца. Я думал, он отлетит еще от Тони Фергюсона, но он прошел финал и почти что стал чемпионом моего турнира, и чуть-чуть не хватило. Да, хайкиком заканчивает этот поединок Ник Диаз, с чем мы его и поздравляем, потому что он становится чемпионом UFC, вот он радостный. Ну а вам, друзья, спасибо большое за просмотр. Я вам обещаю то, что с этого момента видео будут выходить стабильно раз в неделю. Поэтому не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал, потому что для меня сейчас будет важно увидеть вашу поддержку.